Добро пожаловать в королевство. У нас началась вторая арка или второй сезон, и мы находимся в особняке герцогини Уорд. Как видите, особняк у нее выглядит очень и очень прилично. И, конечно же, порядок дня и вообще жизнь в этом поместье, в этой резиденции, отличается от других мест. Начнем мы знакомство с такой вот семьи. Это семья от разработчиков, и вы их хорошо знаете. Отец семьи — это Торн Белли. Мать этого семейства — Бейли Мун. Ну и сын Njima. Оранж Бейли Мун. Взрослых героев вы видели в предыдущей полусерии, в предыдущей истории. Именно их купила Джудит в качестве прислуги, Юдит, и именно они являются дампирами. У них у обоих остались шрамы после событий, о которых было рассказано, но сейчас они живут достаточно благополучно. Они пообещали Джудит служить ей до конца жизни за их спасение. Конечно, Джудит это особо не нужно было, но, в принципе, иметь прислугу, которая не разболтает то, что здесь происходит, очень даже полезно. Ой, дождик пошел. Что же касается Грейс, Грейс вот здесь вот спит, тут все спокойно. Селина, дочь Джудит, она занимается такой вот эльфийской магией. То есть вот она маг, но не чародей, как Грейс или как семья Шарм. Она вот именно обладает эльфийской магией. И вот у нее тут есть такой небольшой кабинетик исследований. Чем занимается Юдит? Ага, Юдит проснулась, Юдит хочет кушать, но в принципе Юдит может еще принять ванну, чтобы немножечко повысить себе настроение. Селина не просто так колдует, потому что она пытается найти средства помочь Грейс. Что ж, нам нужно заняться животными, огородом. Так, наш Оранж пополняет кормушки. Вообще, по-хорошему, нам бы еще коров подоить. Так, Джудит, можно покушать. Эй, я тебе там столик положила, а ты... Угу. Смотрите, она решила посидеть рядом с Грейс и понаблюдать за магом в своей резиденции. Да уж. Ух, давайте мы отправимся на работу вместе с Юдит. И заодно вы увидите, где она работает. Собственно, а вот где работает Юдит. Это что-то вроде как монастырь, но давайте назвать это службой инквизиции или назовем это департаментом борьбы с темной магией. В общем, что-то такого типа. И как видите, один из работников Доминик, послушник монастыря, а также другие члены вот этого вот инквизиционного совета. Я не знаю, как это пока назвать. То есть это все, знаете, пока названия все только такие абстрактные. Нам нужно написать отчет об исследовании на компьютере, поговорить и начать управлять коллективным разумом. Ага, спутниковая тарелка. Так, теперь вопрос, что из этих моих деформаций, этих моих новых штук, которые я скачала, и чем является? Да, тут, смотрите, есть еще такая вот тайная лаборатория, да, вот такие тут вот штуки имеются. Давайте мы начнем с отчета об исследовании. Да, конечно, это вот все, оно не средневековое ни разу, но. В принципе, у нас тут работа идет полным ходом. Кому интересно, участок строила не я скачала его, но немножко внутри переделала. Не колоссально, не все, но некоторую часть.
Конечно, продуктивными нас не назвать. Еще уедет, настроение ей скучно. Ох, еще это жажда. М. Провести мозговой штурм. Давайте проведем мозговой штурм. Если честно, я впервые в карьере ученого. Кстати, она исследователь неземных цивилизаций. Уровень 10. Мгм. Наряд у нее, конечно. Ух. Так, дальше. Подправить. Так, ну наша... В принципе, мы молодцы. Узнать у туриста я не хочу с ними общаться, начать управлять коллективным разумом. Я не знаю, как это делать. Учиться анализировать. Так, провести опыт. Учиться анализировать. Смотрите, а тут деятельность прям кипит, прям они работают. Доминик послушник, я напоминаю, что он должен стать следующим, давайте пастырем назовем, монастыря. Пока что ему это еще очень долго не светит. Вот, потому что старичок еще планирует долго-долго жить. Но Доминик все устраивает, потому что он вот из таких благородных людей, которые хотят служить людям. И, собственно, поэтому он работает вот в этом департаменте. Проводить опыт. Это то, что нам нужно. А Юдит, используя возможности вот этого вот исследовательского центра, она также занимается подпольно, конечно же, изучением вампиров и таким же образом помогает Владислаусу найти способ пробудить Эмилию без того, чтобы Эмилия утратила часть своей души. И, собственно, организатором всего этого, всей этой такой вот индустрии был когда-то предок Штрауда, сам Штрауд. Вот. А вот сейчас так получилось, что этим всем заправляет Юдит. Мгм. Капец, у нас тут урожай, конечно. А ну-ка, знаете что? Так, а мы продолжаем работать. Смешиваем сыворотку. Ну ладно, уже хоть какие-то эксперименты она проводит. Отлично, Юдит успешно создает сыворотку, теперь осталось ее испытать. Спутниковая тарелка. У нас есть проблема, у нас нет спутниковой тарелки. И я не хочу, чтобы она тут была. Она не вписывается, поэтому мы это здание не сделаем. Далее, вот. Нам нужно с тобой поговорить. Дружелюбное действие, приветствовать дружески. Она нас пикает. Вопросы. Как прошел твой день, незнакомка? А у нее логика вторая. Давайте ее качать. Третий уровень навыка логики. Ну и пожалуйста. Из разговора Селины и Юдит было понятно, что Грейс за эти сутки не проснулась. Не пришла в себя, но состояние ее стабильно. Так, дорогая Октавия, иди
и сделай уборочку. О, говорить о личных достижениях. Архетип личности, мудрец и герой. Вау, это у Селины. Она мудрец и герой. Что ж, Эдит пойдет немножко расслабиться, а Селина направится в комнату Грейс. Собственно, как расслабляется Юдит. Да, вы уже поняли, что они весьма необычные увлечения. Кстати, что касается Леольд Маркиса, с которым они были на балу у Штраудов, то они немножечко поссорились. Возможно, это связано с тем, что сэр Леольд хотел каких-то более серьезных отношений с Юдит, к чему Юдит, увы, не была готова. И, наверное, вот эта вот ее постоянная скрытность, она могла этим очень ранить Леольда Маркиса, поэтому они немножко повздорили. Вопреки общественному мнению, Юдит не спешит искать замену сэр Леольту. Надеюсь, что они все-таки помирятся. Потому что такой не как Леольт, он же такой красавчик. Ну-ка, открыть профиль персонажа. Ну, посмотрите, прекрасный мужчина. В общем, посмотрим, что у них будет, потому что не я завела эти отношения и не я их развела. Это как бы все причуды нашего прекрасного командного центра. Как видите, Селина денно и ночно работает над тем, чтобы установить магическую энергию Грейс. Обычному магу это было бы не подвластно или на это потребовалось бы несколько лет. Селина же, обладая магией эльфов, способна на это в разы быстрее. Как вы, наверное, поняли, Юдит является вампиром, и, естественно, у нее есть некая жажда, потребность в человеческой крови. Кровавый плод пока еще он не найден в нашем королевстве, поэтому ничего не остается, кроме как питаться кровью животных, но ее недостаточно. Но вампиры могут пить кровь дампиров. И прекрасные дампиры в лице нашей прислуги великодушно предлагают свою кровь Юдит. Конечно же, Юдит пользуется этим не каждый день, но вот когда наступает период сильной жажды и вот-вот наступит момент, когда она не сможет себя контролировать, тогда она вынуждена прибегнуть к помощи своих слуг. Но они не возражают, потому как когда-то Юдит их спасла, дала кровь, обеспечила им жизнь, и более того, их родившегося ребенка она очень даже неплохо пристроила. Мальчик получит должное образование, и, возможно, когда-нибудь он сможет стать рыцарем, или же Юдит проспонсирует, и он сможет спокойно жить. Но его родители покидать Юдит не планируют. Собственно, что происходило в комнате Грейс на следующий день. Да, вы не ошиблись, Селина уже колдовала в ее комнате. По-моему, выглядит она прекрасно. А если она еще спасет Грейс, будет вообще замечательно. Так, ну пусть она тут поколдует. Юдит скоро отправляется на работу. Давайте Торн отправится на рынок рыбаков, а Октавия с Оранжем. Хотела их отправить в лес прогуляться. У нас тут есть работа. А именно, нам нужно всех животных помыть. Давай он помоет Мишель, и он помоет Габи. Ой, какой старательный мальчик. Конечно же, мы подоем молочком.
Endivore. Oh. Huh? Sepsio Jenkins. Adufus. Ragadias. Что ж, давайте пока все более-менее спокойно, а наши друзья отправятся прогуляться в лес. Собственно, почему бы и нет? Вдруг Грейс проснулась. Она растерялась, где же она находится. Uh-huh. Subao. Chronum Edivores. И Селина расскажет Грейс, что произошло с ней, почему она здесь и где она находится. Ну а на этом серия закончится. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи и пока-пока.